Как нарисовать пугало? Добрый день, друзья! Главным героем сегодняшнего видео будет пугало огородное. Мы сегодня будем рисовать, вырезать, творить, фантазировать. Присоединяйтесь, будет интересно, познавательно и полезно. Целое лето пугало стояло в огороде и охраняла растения. А мы сегодня его нарисуем. Приготовьте бумагу, гуашь, кисти, воду, палитру, ножницы, клей. Вам понадобятся сегодня салфетки, цветная бумага. Я приготовила еще кусочки ткани, пуговички и бусинки. Начнем. В верхней части листа пишем небо. Белила смешивается с оттенками неба прямо на листе, как на палитре. Добавляем бирюзу, фиолетовый, голубой. Смело подбирайте оттенки. Экспериментируйте. В нижней части листа нарисуем линию горизонта, землю. Смешаем охру с белилами, чтобы нарисовать голову. Это круг. Туловище у пугала прямая вертикальная линия. Это основа тела. Горизонтальная линия покажет нам линию рук. Вот так. Рядом с пугало выросли два огромных высоких подсолнуха. Это его друзья. Каждое утро они просыпаются, здороваются с солнышком, секретничают, рассказывают друг другу интересные истории, новости, сказки. Пугало очень ревностно охраняет подсолнухи от птиц, от ворон и галок, от сорок и синичек. Очень хорошо и здорово, когда у тебя есть друзья. А у нашего пугала друзей целый огород. Я нарисую подсолнухом высокие зеленые стебли с широкими, красивыми листьями. Посмотрите, они как два брата стоят по обе стороны от нашего пугала. У меня получилась такая история, а вы можете придумать совершенно другой сюжет с другими персонажами. Это только одна история, а их может быть миллион. Каждый может придумать свою историю. А у меня на грядках выросли, поспели вкусные оранжевые морковки. Я сейчас нарисую им зелененькие чубчики, чтобы легче было выдернуть их из земли. Нарисуйте свой огород и любые овощи, какие только захотите. Мне очень хочется нарисовать капусту. Я смешиваю желтую, белую, зеленую краску, получается салатовый цвет. Выписываю хрустящие, вкусные, сочные листья. Белой краской нарисуем глаза. Не забудем про носик. И, конечно же, улыбку. Мой герой добрый и веселый. Нарисуем розовые щечки. Коричневым цветом брови и конопушки. Посмотрите, как я рисую прическу. Теплые краски помогут мне нарисовать соломенные волосы. Нарисуем семечки.
Мое пугало будет голубоглазым. В серединке я рисую радужные оболочки. Голубые глаза у пугала. В огороде появились 2 тыквы и капуста. Уточняем прическу. Дарим зрачки. Глаза оживают. Рисуем черные семечки. Эти детали очень важны. Не забывайте хорошо промывать кисточку, когда меняете цвет краски. А теперь наступает самое интересное. Попробуйте себя в роли дизайнера, художника-модельера. Из бумаги я вырезаю верхнюю часть одежды, рубашку для пугала. Посмотрим, что получится. Подходит. Конечно же, нужны штаны. Сейчас мы их вырежем, сконструируем. Это очень полезное занятие. Помогает формировать нам вкус. Делаем наше пугало стильным. Не забудем про головные уборы. Вот сколько разных вариантов. Попробуйте и вы. Но я хочу воспользоваться своими лоскутками. Мне хочется одеть его в одежду из ткани. Поприкладываем. Посмотрим. Выберем то, что нравится. Мне нравится вот эта рубашечка в горошек. Джинсовые штанишки. Сейчас мы их укоротим. Примеряем. Поправим, попробуем, как конструктор. Появляются еще некоторые детали и элементы. Уточняем, убираем все лишнее. Прикладываем еще раз, смотрим. Есть у меня еще ленточки, бусинки, пуговички. Прикладываем. Пробуем. Я выкроила вот такую зеленую шляпу. Добавлю некоторые детали. Осталось все собрать. Точечками я наношу на детали клей ПВА. Полностью покрывать детали не нужно. Несколько точек и приложили. Прижали. Каждая деталь находит свое место. И собирается образ. У меня вот так получается. А как интересно выйдет у вас. Приклеиваю пуговички на рубашку, на штанишки и, конечно же, заплатки. Мне осталось только дорисовать траву. Помогает мне чудесная веерная кисточка. Рисовать ею очень здорово и легко. Я беру желтую краску, зеленую и охру, заполняю пространство, а по небу плывут пушистые белые облака. Получается у нас сегодня картина настроения. Просто иллюстрация какой-то сказки. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее занятие, обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайки, напишите в комментариях,
Что бы вы еще хотели нарисовать с нашей студией? Для нас это очень-очень важно. Посмотрите, в огороде созрели яркие, красивые, сочные, вкусные красные помидоры. Вы когда-нибудь видели, как растут помидоры? Они растут на невысоких кустиках, и если им достаточно солнца, влаги и любви, они вырастают очень сладкими, ароматными и полезными. Вот какой у нас получился огород. И главный герой пугало. Лето подошло к концу, наши занятия тоже. Наступила осень. Благодарим вас за внимание. Ждем поддержки, лайков, комментариев, подписок. До новых встреч, друзья. До свидания.